Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. И я вам хочу сказать, что тубероза – это самый сексуальный, самый чувственный цветок вообще из всех, которые существуют на этой планете. Ну, это, конечно же, чисто мое субъективное мнение. И, друзья мои, не забудьте подписаться на мой телеграм-канал Victoria Day Life. Я выкладываю туда все более оперативно, выкладываю информацию, конечно же, про ароматы, про жизнь в Испании, про котиков, какую-то рутину. В общем, там интересно. Подписывайтесь. И не забудьте про мой промокод в рандеву 10 Victory. Он дает 10% скидки на все, суммируется с акциями, с другими скидками. И мне там очень нравятся от Леванты, но, кроме того, конечно же, там бывают необычные ароматы, бывают те, которые нигде не найти, бывают снятости, причем даже от Леванты на снятости, что редкость. Появляются какие-то люксовые ароматы, которых еще нет в магазинах, в офлайн я имею в виду. В общем, есть свои плюсы. Друзья мои, сегодня мы распакуем новый аромат, он называется Ваяна. Это аромат 2024 года от бренда Маски Милано. Давайте же его распакуем. Конечно же, он с туберозой. И еще, друзья мои, я считаю, что я уже эксперт в слепых покупках. Но я никому бы не рекомендовала покупать вообще какие-либо ароматы вслепую. Даже если кто-то говорит, что это супер безопасный аромат, не верьте. Может быть какой-то такой нюанс сочетания нот, что вот лично вам это будет прям очень неприятно. Ну что ж, давайте откроем. И еще, знаете что? Когда блогер при вас вот что-то покупает вслепую, распаковывает, мы в любом случае сделали видео, мы в любом случае остались в выигрыше. Но если вы покупаете аромат вслепую, то сами понимаете, да, тут вы с ним наедине остаетесь. Тут ставки более высокие. Очень важно, чтобы он вам понравился, потому что даже часто перепродавать, это все равно придется потерять в цене. Поэтому, друзья мои, я вот, как всегда говорила, что не надо ничего покупать вслепую, вам и не советую, да. Мы, кроме того, что увлекаемся парфюмерией, мы еще увлекаемся тем, чтобы делать контент, и чтобы он был интересный. И интересно на самом деле, даже чаще всего интересней, почему-то заходит негатив. Вот когда человек... есть такие... видео, я сама смотрела, когда люди прям какой-то аромат, вообще разносят, и это даже больше набирает просмотров. Так что блогер, он всегда в выигрыше. Вы не ориентируйтесь на нас, вы ориентируетесь на себя. Так, первое, что хочу сказать, мне очень нравится флакончик. Прям очень. Тут так интересно сделано, как-то, видите? Давайте. Почему-то в сравнениях фрагрантики больше всего набрало голосов, что он похож на Eau de Soleil Blanc от Tom Ford. Похож. Правда, похож. Я обожаю Eau de Soleil Blanc. Здесь, кстати, такие интересные ноты в базе. Здесь сандал, ваниль и солнечные ноты. Солнечные ноты я на самом деле представляю себе вот этот вот аромат, который твоя кожа, солнце и крем для загара. Кстати, что-то такое тут и есть. Похожий сандал с Eau de Soleil Blanc. Что-то есть общее. Да, я бы не сказала, что это аромат исключительно про туберозу. Я бы сказала, что тут еще очень хорошо слышны цитрусы, хотя тут заявлены тропические ноты. Ой, да можно поливаться, это прям точно мое. Я обожаю Eau de Soleil Blanc. Мой муж обожает Eau de Soleil Blanc. Но мне кажется, он, даже несмотря на то, что ароматы похожи, к этому аромату не подойдет, потому что скажет, у него тут очень женский флакон. В общем, неважно. Тут, смотрите, бергамот, нероли, причем масло нероли и тропические фрукты. Честно, чувствую цитрусы. Да, есть такая свежесть нероли, но при этом не мыльная. Потом тут тиаре, жасмин, тубероза. Такая белоцветочная есть. Такая кремовость. Вот что дает тут вот эти все белые цветы вместе. Они дают такое ощущение кремовости. И сандал, ваниль, соляр маск, вот как это тут называется.
солнечный мускус и амбр аккорд. Амбра. Тут немножко другая пирамида, не как на фрагрантике. Ну, похож. Давайте еще подождем. Может, он чем-то еще. Ой, прям хочется ему влиться. Боже мой, это красиво. Это по-летнему. Вот сейчас есть небольшое отличие. Он, правда, какой-то более в женскую сторону, я бы сказала. Тут больше вот этих белых цветов, больше вот этой какой-то ванильной сладости. Ванильной, причем вперемешку с амброй. Ну, ни в коем случае не тяжелой, а такой легкой, летящей амбры. Мне очень нравится. Красота. Вот на лето просто идеально. Так, я еще в нем тут посижу, вам расскажу про другие ароматы. И в конце видео вам окончательно расскажу, что это вообще такое. Так, друзья мои, кстати, кому вдруг есть такие люди, уже появились, кому не очень интересно про парфюмерию, что звучит немножечко неадекватно. В общем, ну вдруг вы пришли смотреть изначально какой-то мой лайфстайл контент. Я сделаю тайм-коды, и в конце этого видео будет небольшая болталочка. Посмотрите. Давайте мы сейчас с вами продолжим моими любимыми туберозами. И давайте еще одна тубероза. Мне она нравится именно летом. Это Кассамарати Кватро Пиццы. Здесь очень сладкая, немножечко даже хищная тубероза. Здесь есть сливочность, здесь фруктовая такая сладость, такая зеленая нота, которая делает аромат носибельным летом. Потому что если бы не она, он был бы прям очень сладким. И он летом становится нежнее, он становится более кремовый такой, и при этом он очень стойкий. В жару это большой плюс. Но, кстати, я его носила, когда было прохладней, но тогда с ним надо прям очень осторожно, не знаю, один пшик и вот куда-то на улицу. Я в нем ездила на велосипеде. Это такой потрясающе красивый шлейф, и стойкость, конечно же, у этого аромата на высоте. И еще одно, это моя любимая тубероза. Я думаю, кто меня смотрит, вы знаете, да, Шерабом Госо, самая необычная тубероза. Я на самом деле тут ее даже не сразу же признала. Она такая прям мягкая, сливочная, с тропическими фруктами, очень абстрактными. Кто тут что чувствует? Мне даже тут чувствуется ананас, и есть такая какая-то металлическая, тонкая вообще грань, вот такая абсолютно не перетягивающая внимание, но делающая этот аромат более свежим, если можно так про него вообще сказать. Ну, он дает какой-то воздух вот в этот аромат, и я его даже недавно носила, у нас плюс 33. Он быстро слетел. Плюс 33 просто все слетает. Но он очень красиво летел. Этот час, пока он слетал, или 2, я не помню сколько. Очень красиво. И какие-то есть еще такие к базе. Тут есть пачули, немножечко таких шоколадных оттенков. Ну, вот именно те, которые дают именно пачули. У меня есть даже дубль этого аромата, потому что это просто моя любовь. Я, наверное, вот с этого аромата поняла, насколько я люблю туберозу. Говорят, что это довольно сложный цветок, но мне кажется, если вы найдете именно свое, когда, куда это носить, то вы поймете, насколько это красиво, чувственно, дорого звучит. Тубероза, она сложная, это правда, и очень разная. Еще про одну туберозу, довольно-таки сладкую, даже может быть приторную. Это Le Liquide Imaginary и Blanche Bette. Тут чувствуется нота кокоса. Кстати, вот здесь вот, я же не сказала, вот здесь тоже есть кокос, но он такой сладкий кокос, сладкое кокосовое масло. Здесь тоже, но здесь прям вот на грани приторности. Если я говорю, этот аромат надо дозировать, то этот надо еще больше дозировать. И вот летом, кстати, опять же, да, он смягчается. Здесь есть нота, которая называется мистикаль. Для меня это нота какого-то, я уже рассказывала,
Ничего не поменялось, это нота дорогой упаковочной бумаги или упаковочной коробки, вот что-то такое в ней чувствуется. Но она уравновешивает вот эту сладость маслянистого кокоса. И еще, конечно же, тут такая кремовость туберозы, но тубероза тут она хищная, да, хищная с одной стороны, с другой стороны она кремовая, и больше здесь все-таки для меня опасность в приторности этого аромата. Да, он может кому-то казаться прям приторным и даже жирным, и в сочетании вот с этой вот нотой какой-то мистика или упаковочной бумаги, как я это чувствую, да, оно может даже казаться странным. Вот никогда ни за что не покупайте его вслепую, как бы там вам ни казалось, что это прям ваше. Найдите, где потестить, или хотя бы закажите маленький сэмпл от Levant, вот эта travel-версия у меня. Никогда не берите это вслепую. Давайте дальше. Еще один мой любимчик MDCI Parfums Pêche Cardinal. Это тубероза с персиком. Тут такой яркий очень персик в начальных нотах. И еще здесь есть черная смородина. Но оно вот настолько яркое, настолько концентрированное, что кому-то кажется, что это какой-то пластиковое, что-то такое даже химическо-синтетическое. Не, я чувствую прям реально именно персик и даже больше черную смородину прям вот с самого старта. Потом, да, те, кто переживут этот старт, легче переживут те, у кого горячая кожа, либо если вы тестите это в жару, это быстрее улетает и открывается красивейшая, кремовая, чувственная, яркая тубероза. Но вот яркое я сказала, яркое впечатление она такое производит, но она округлая больше. Единственное, что вот эти ноты персика, они сохраняются, они придают этому аромату свежести, объема, и он ни на что не похож. Вот для меня этот аромат абсолютно ни на что. Хотя для меня вот все ароматы, которые я сейчас перечислила, да, кроме первого вот самого, который я распаковала, вообще они абсолютно уникальные. Ничего вот я вообще никогда не слышала, не видела. Еще у меня в основном тут все туберозы уникальные. Еще недавняя тубероза, немножечко скажу, потому что в первую очередь это аромат про османтус, но я была удивлена, когда я распылила. Сразу же мне бросился османтус на меня буквально-таки, но потом я почувствовала такую прям мясистую, сочную туберозу, как будто взяли вот прям какую-то мякоть сделали из этой туберозы. То есть здесь нет, вот они прям реально, вот все туберозы, которые я перечисляю, они разные, как будто их по-разному приготовили. Очень сочно. Вот. Ну и, конечно, персиковый, яркий абрикосовый османтус, который все-таки здесь на первых ролях, в главных ролях, точнее. И немножечко даже я чувствую тут чайных нот. И еще флешбэк в детство, жвачка Love Is. В шлейфе вот она так чуть-чуть угадывается. При этом это ни в коем случае не делает аромат химозным или синтетическим. Это именно вот так в шлейфе где-то оттенками. Может, даже не каждый это почувствует. Альдебаран. Ну, я уже все уши всем прожужжала с этим альдебараном. Это, конечно, очень необычная тубероза. Я считаю лично, что это аромат на самом деле про бобы танка, потому что тубероза здесь это маскировочная сеть. Этот аромат притворяется туберозным. Стартует все именно ей, такой хищной, немножко зеленой туберозой в сочетании с паприкой и с чаем мате. Это дает вот тот самый аспект, который все говорят мазь. Я согласна. Это мазь для меня, вот эта тигриная мазь тайская. Я еще тут чувствую такой очень-очень зрелый банан, который лежит в магазине, где есть еще и овощи, да, но овощи, вот я что-то такое чувствую, какой-то такой аспект в начале, но он где-то там на фоне. Когда аромат на мне лично открывается, он становится кремово-кокосовым, вот с оттенком того самого банана, немножечко с оттенком туберозы
и сохраняется вот какой-то такой небольшой камфорный оттенок этой самой мази. Здесь такая камфорная тубероза. А, Удивительно, я такой туберозы нигде не встречала. Нигде. Конечно, если бы не бобы тонка, которые делают этот аромат округлым, они закрывают, да, вот эти вот все непонятные ноты, и даже на горячей коже, я думаю, может не звучать вот это вот начало, так как я его описала, или в жару оно может очень быстро слетать. Но я это хорошо чувствую. И я долго пыталась этот аромат понять, и так, и сяк. И он мне сначала вообще не понравился, но он меня чем-то зацепил, и у меня был от Левант. Мне, кстати, его прислала Саша, которая от Леванты именно по Испании отправляет. И я его носила, и вот у меня просто тянулась к нему рука. Вот мне хотелось еще повторить, и еще, и еще. И в итоге мне захотелось флакон этого аромата. Это, конечно, удивительно. Удивительно. Хотела вам сюда поставить, а у меня здесь уже все, стол заканчивается. Еще один аромат, где есть тубероза, но она тут вот лично для меня абсолютно не играет главную роль. Она здесь оттенком. Это Gucci Bloom Ambrosia di Fiori. Вообще очень натурально звучит вот этот вот коктейль из белых цветов. Здесь жасмин, жимолость и тубероза. И для меня это вот какая-то прям реально смесь трех этих цветов. Причем, ну, это люкс. И здесь взяли самые красивые, вот эти вот кремовые, нежные, немножечко свежие оттенки этих трех цветов. Цветков, я бы даже сказала. И поэтому здесь очень абстрактно, очень белоцветочно. Кремовость, немножечко какого зеленого такого листочка, стебелечка. Очень нежно. И вот мне, кстати, даже нравится, как этот аромат сейчас звучит в жару, хотя я почему-то считала, что это именно весенний аромат. Но в жару он звучит даже как-то красивее, как-то еще более натурально. Единственное, что, конечно, ну вот стойкость в этой жаре, да, не очень. Очень кремово, нежно и красиво. Вот что я могу сказать про этот аромат. Чувствуется тубероза, но прям вот самый ее, так сказать, гламурный, рафинированный оттенок. Никаких там ни индольностей, никакой хищности этой туберозной, ничего такого нет. Елин, Анжелин, вы понимаете, о чем я говорю. Это аромат Eternal Enigma, аромат, который меня прям удивил. Это аромат, который похож на Франк Бакле, но без верхних нот, без вот этих вот индольных, пугающих, отталкивающих нот. Это если бы люкс делал Франк Бакле кокаин, он бы сделал вот так вот. Это красиво. Это такая карамельная, даже карамельно-попкорновая, да, есть какой-то оттенок попкорна в этом аромате, тубероза. Совершенно здесь нет никакого индола. Здесь именно, ой, он прям красный, кстати. Вдруг вы этот аромат закажете, знаете, что он прям красный. Тоже здесь есть зеленые оттенки, но здесь именно, опять же, стебелек, листочек, он немножко погромче, чем, допустим, вот этот аромат, и более хищный. Вот здесь есть небольшая, да, в Eternal Enigma, здесь есть небольшая такая хищность в этом аромате. Если тут прям сразу угадывается, что это люкс, то тут, ну, все-таки нет. Да, тут как будто бы решили причесать Франк Бакле кокаин, сделать его носибельным. Кто бы мог подумать, Франк Бакле кокаин – это вот те люди, на которых он открывается правильно, да, у кого вот эти индольные ноты уходят, я думаю, они чувствуют вот это вот. Потому что я знаю людей, которым нравится Франк Бакле кокаин. И я думала, ну как же так? Как это может быть? Я там чувствовала только вот такой чистый, галимый индол, вот эти вот какие-то туалеты, вот все вот это вот, что описывают ужасное, непонятное, я там ощущала. Но я понимаю, что на самом деле это задумывалось вот так вот, в раскрытии во всей красоте. Давайте еще одна тубероза
Насамата наркотик Венус, и тут тубероза с лилией, с жасмином. И знаете, тут довольно-таки громко звучит лилия. Тут вообще взяты самые хищные такие оттенки и туберозы, и горьковатой лилии. Вот жасмин, мне кажется, здесь самый лапушка. Он как будто бы здесь придает такой кремовости аромату, чистоты. Тут еще есть, господи, как они называются, это специи. Да, вот специи здесь еще есть. Я раньше считала, что это мускус. Ну, есть, кстати, и мускусы такие специевые. Но самое удивительное, что аромат, когда полностью раскрывается, он звучит как аромат чистоты. А тубероза, кстати, тут еще дает такие фруктовые оттенки в начале. Но в целом, вот когда он открылся, особенно в жару это происходит быстро, он звучит таким ароматом чистоты. Когда я его тестила в первый раз, я бы в жизни его так не назвала. Но я с ним познакомилась зимой, было холодно. Я брызнула на блотер и думала, что я больше к этому аромату не подойду. Но меня к нему потянуло, потом еще, потом я нанесла на себя, потом я использовала весь сэмпл и поняла, что мне очень нравится этот аромат, и я хочу целый флакон. Что вам сказать по поводу стойкости этого аромата? Ну, это не самый стойкий аромат, который я пробовала, особенно вот, да, если учесть, что тут у меня прям монстры стойкости, многие, да, из этих ароматов, то, конечно же, нет. Это не так. Плюс этого аромата, что можно им поливаться с головы до ног, и абсолютно ничего не будет, ничего страшного не случится. Это красивый, правда, аромат для лета, аромат про крем для загара, аромат про белые цветы, про солнечные ноты, про цитрусы. Но да, он напоминает про лето, но я бы хотела вам сказать, что носить его можно и зимой. Причем зимой он будет именно такой машиной времени в лето. Вот то, как Eau de Soleil Blanc от Tom Ford, точно так же. Если вам нравится Eau de Soleil Blanc от Tom Ford, то этот вполне может быть ему не совсем равноценной заменой, но из этой же серии очень-очень-очень близко. Очень. Такой же цитрусовый, кремовый, сандал тут ощущается, немножечко зеленых нот. Я думаю, это не роли так играют. Ну, я вам еще, конечно же, об этом аромате буду рассказывать. Напишу у себя в Телеграме. Кстати, подписывайтесь на мой Телеграм-канал Victoria Day Life. Я о нем еще буду рассказывать. Но сейчас я абсолютно довольна. Мне нравится. И знаете еще, так как Eau de Soleil Blanc полюбил мой муж, и у меня сейчас полностью вот Eau de Soleil Blanc ассоциируется именно с ним, и я рада, что у меня есть такой очень близкий к нему аромат, и только мой. Вот я буду носить его сама, никому не отдам. Я считаю, что это удачная покупка вслепую, да, потому что, кстати, у Eau de Soleil Blanc у нас уже, по-моему, 2-й или 3-й флакон. По-моему, 2-й. Ну, в общем, и уже там половины нет. В общем, очень нужная в хозяйстве покупка получилась. Друзья мои. Так, про парфюмерию я вам рассказала все, что хотела. Небольшая болталка, поделюсь с вами. Ой, я все, видите, думаю, как мне совместить полезное с очень приятным. Да, я немножечко устала от чисто парфюмерных видео. А когда я вижу что-нибудь... Я даже не смотрю парфюмерные видео своих, так сказать, коллег. Мне просто... Ну, правда, я не могу смотреть видео, вот эти вот всякие лучшие летние топы, но я понимаю, что эти видео, они заходят, типа отвал башки, сногсшибательные и так далее. Я понимаю, что заходят именно эти видео, именно это и нужно. И если ты хочешь дальше, так сказать, плыть по этим течениям парфюмерных видео, да, не утонуть, то ну, как бы надо делать то, что интересно именно аудитории, а не только тебе.
идеально, чтобы это совпадало. И так и было на самом деле. Но вот наступил какой-то момент, когда мне хочется расширить свою жизнь, темы, мне хочется немножечко отойти, да, так сказать, от парфюмерной тематики. Я выкладывала довольно много видео. Одно у меня было какое-то время одно видео в неделю, потом у меня два было последнее время видео в неделю. И это довольно много. Я была прям погружена в эту тематику, очень много времени у меня занимает. Я же не могу так вот просто сесть, и все равно я погружаюсь, да, в эту тему, чтобы вам что-то рассказать новое, интересное. И мне было это самой нужно, необходимо и интересно. Но вот хочется что-то другое делать. И я пока начинаю, точнее, склоняться к идее, что я, возможно, заведу другой канал, где буду выкладывать исключительно лайфстайл. Не знаю, как это будет с этим моим каналом, потому что мне прям хочется туда отдавать даже, возможно, больше сил сейчас. Я думала, как сформулировать, да, вот эту тематику, которую я хочу взять, потому что лайфстайл, ну, звучит как все подряд. Вот просто что вижу, то пою. Нет. И я, когда предыдущее видео выкладывала и думала, как назвать, советовала с чатом GPT, он мне предложил такое название неожиданное для меня. Я почему-то об этом не задумывалась. Он предложил «Новая жизнь после 40». Я такая, а я вообще об этом не думала. То есть я вот не соизмеряла то, что да, у меня начинается новый этап в жизни, точнее уже начался, считайте, 3 года назад, и я никогда не задумывалась о том, что я же это делаю уже в таком очень взрослом возрасте. Раньше я вот слышала от своей мамы, мне кажется, она мне говорила, что вот что я уже, куда я уже, как, а ей, мне кажется, тогда было вообще там больше 30 или даже еще, мне кажется, 40 и не было, когда она вот такие какие-то разговоры вела. И мне кажется, вот есть такое, что вот, ну, уже после 30 люди говорят, что ну, вот все, вот, ну что вот есть, то есть, вот уже ничего не сделаешь. А после 40 уже многие такие, ну, куда приплыли, туда приплыли. Двигаться дальше нет смысла. Вот есть такие разговоры. А я даже об этом как-то не задумывалась, о том, что, ну, о своем возрасте и о том, что я именно в этом возрасте начинаю такой довольно-таки большой глобальный путь с кучей неизвестных, с кучей рисков, того, что я вообще никуда на этом пути не дойду. Ну, то есть то, как начинают люди, не знаю, в 19, там, 18 лет, да, поступая в университет, они не знают, там, придут они туда, куда хотят, или вообще не придут никуда. Но там не страшно, да, там много времени, можно, если что, выбрать еще и еще. Но, честно говоря, правда, я почему-то даже в этом, я даже вообще не думала об этом моменте. Абсолютно. У меня до сих пор есть ощущение, что пока я дышу, пока я как бы можно констатировать, да, что я еще жива, и все показатели у меня говорят о том, что я живой человек, у меня есть шансы начать все сначала, что угодно, в любой сфере. Вот именно возраст я не чувствую как свой ограничитель. Я чувствую другие свои внутренние, другие свои черты характера как ограничения, да, я их ощущаю, но они со мной были, сколько я себя помню. Не то, чтобы они у меня к 40 появились. Вот. И мне, наверное, хочется вот именно с этой точки зрения начать свой канал. И хочется, чтобы для кого-то, да, это было... Скорее всего, меня будут смотреть примерно люди моего возраста, и чтобы для кого-то это было, ну, вот, показателем, что вот живой человек и не поставил, да, на себе в связи с возрастом крест. И вот он ходит, живет, начинает, и
его это не убило, да, и у него это получается, либо не получается, как я это преодолеваю. Но мне самой интересно, что вообще у меня из всего этого выйдет, потому что я сейчас, а, да, нахожусь в какой-то неизвестности, причем если раньше хотя бы вот у меня был парфюмерный канал, и я такая, ну вот что бы ни было, да, парфюмерный канал по расписанию, сейчас и эту точку опоры я сама у себя, ну, делаю, господи, и сейчас вот эту точку опоры я сама у себя забираю, чтобы найти другую, которая мне будет больше нравиться, приносить больше радости, удовлетворения и будет по-настоящему точкой опоры, потому что невозможно опираться на то, что для тебя уже как не ресурс, а как насилие над собой, да, правда. Вот если заставлять себя это делать, то как, знаете, как вот прям как машина такая. В среду мы топ-10 летних, в пятницу топ-10 сексуальных, в следующую среду топ-10 шлейфовых, и вот так далее, и так далее, и так далее. Это вот для меня, наверное, страшно. Мгм. Да, а не возраст. Ой, вот, друзья, такая немножечко сбившаяся болталка. Ну и, конечно, я хочу делать именно такой канал, где будут болталки, где будут влоги, где я буду рассказывать и про, знаете, про психологию, ну не как психолог, да, а именно человек, который этим пользуется, да, как пользователь психологии, про одежду, опять же, про косметику, про какие-то мысли мои, про события, про вот учебу сейчас у меня начнется. Вот в эту мне хочется уйти стезю. И парфюмерное, конечно, тоже оставить, потому что это все равно мое увлечение. Но мне хочется, чтобы это осталось моим увлечением, а не обязаловкой, да. Не хочется терять парфюмерию, как вот, как я говорю, как точку опоры, именно как моё хобби, которое всегда меня отвлечет от каких-то грустных мыслей, даст мне ресурс, приятные эмоции. Вот. И в том числе и, блог тоже должен выполнять, в том числе и блог тоже должен выполнять именно вот эту функцию для меня, быть ресурсом, а не чем-то там какой-то неинтересной, скучной работой. У меня есть еще один канал, но, знаете, там такая получилась белиберда. Лайфстайл, он тоже должен быть в каком-то направлении. А там у меня, и вот мы про квартиру, вот мы тут квартиру смотрим. Вот здесь у меня про иммиграцию. Причем именно ролики, да, они направлены на людей, которые эмигрируют. Не с точки зрения вот меня, да, вот как личности. Вот я эмигрировала, вот я переживаю. Там очень много именно вот для других людей, которые эмигрируют, какая-то такое видео. Короче, белиберда там абсолютнейшая. И поэтому туда тоже смысла нет, там тоже видео получается нет одной аудитории. Всегда аудитория канала – это люди, объединенные одним интересом. Даже если вы объединены вот каким-то конкретным человеком, вам что-то интересно следить за его жизнью, вы что-то получаете, все равно есть какой-то один объединяющий, да, вас интерес в этом человеке. А когда у человека, вот как у меня предыдущий канал, там просто, я не знаю, там был миллиард каких-то разнонаправленных тем, и, соответственно, собираются абсолютно разные люди, да, там как будто много экспертных блогов в одном. И, соответственно, одни приходят узнать про тренинги, про психологию, другие пришли узнать, про что там квартиры в Испании, третьи пришли узнать, а что там, как вообще иммиграция, четвертые пришли узнать, их очень мало, кстати, что-то там про покупки, вот там почти ничего не выкладывала ни про покупки, ни про косметику, вот эту тему я почти не брала. И поэтому какая-то белиберда у меня, в общем, там. И я туда даже не хочу возвращаться. Я хочу прям начать с чистого листа.
Или не знаю. Короче, я вообще запуталась. Я понимаю, что очень хорошо понимаю, что те, кто смотрит про парфюмерию, и им интересно исключительно про нее. И я, конечно, мне, знаете, интересно, вот если кто-то меня досмотрел, да, из людей, кто именно про парфюмерию хочет, не знаю, почему вы это досмотрели, но напишите мне, вам не надоело вот все время смотреть вот эти вот топы, лучшие, сногсшибательные, отрыв башки, вот это вот, вот тут чисто про флаконы. Ну, неужели это может быть интересно на протяжении долгого времени? Я понимаю, можно даже год и два этим увлекаться, 3 максимум. Ну, прям регулярно смотреть про парфюмерию. Да даже 3. Я, честно говоря, не знаю, кто прям вот регулярно смотрит про парфюмерию на протяжении нескольких лет или даже месяцев, вот исключительно про нее. Я честно говоря, я не знаю. Мне кажется, что мне бы надоело. Я все-таки, лично я делаю контент и про парфюмерию. То есть у меня все-таки такой интерес, он довольно-таки смешанный, да. Я, кроме того, что ищу информацию про ароматы, тестирую очень много, я же еще и снимаю, я же еще и монтирую, я же еще узнаю там, как с этими алгоритмами существовать, как делать обложки и так далее, и так далее. Ну, то есть у меня все равно не только тема парфюмерии. Я не знаю, честно. Вот искренне вам говорю. Если кто-то много лет смотрит про парфюмерию и готов дальше продолжать, напишите мне. Мне правда интересно, есть ли такие люди. У меня ощущение, что такого не бывает. Все, друзья, спасибо вам, что вы провели это время со мной. Не забудьте подписаться на этот канал, не забудьте на мой телеграм подписаться, поставить палец вверх. Это очень важно сейчас, потому что из-за моих вот видео влоговых канал начинает проседать. YouTube считает, что у меня вообще неинтересный парфюмерный канал. Он не понимает, что он уже не только парфюмерный. Вот, все. Обязательно будьте счастливы. Я всех целую, обнимаю и всем пока-пока.